Этот мужчина отдыхал на пляже, когда что-то неожиданное подплыло прямо к его ногам. Он вскрикнул от шока, почувствовав, как что-то схватило его за ногу под водой, но то, что он сделал дальше, ошеломило всех окружающих. Фрэнсис проводил день в заливе Кадбора на южном побережье. Остров Ванкувер, Канада, с несколькими новыми друзьями, когда кто-то заметил странную фигуру, движущуюся по мелководью. Поначалу оно не выглядело угрожающим, но когда существо подплыло ближе с удивительной скоростью и уверенностью, их охватила волна беспокойства. Оно было похоже на крокодила или аллигатора, и на мгновение показалось, что что-то опасное направляется прямо к ним. Фрэнсису, стоявшему прямо у кромки воды, открывался самый прекрасный вид. Одна из его подруг быстро схватила телефон, чтобы начать запись, не подозревая, что вот-вот запечатлеет нечто незабываемое. Существо двигалось со спокойной грацией, приближаясь к пляжу, и с каждой секундой становилось все ближе. Фрэнсис наблюдал за ним со странной смесью нервозности и любопытства, не зная, чего ожидать. Чем ближе оно подходило, тем отчетливее вырисовывались его очертания. Это был не крокодил, и это было совсем не то, чего они боялись. То, что они увидели, было совершенно другим и странно красивым. Все замолчали, наблюдая за движениями существа. Оно легко скользило по воде, и что-то в нем притягивало всех. Всего через несколько секунд Фрэнсис понял, что это такое, и его сердце забилось сильнее. Это была морская выдра, свободно плававшая по заливу. Другие люди, находившиеся поблизости, были также поражены и тихонько окликали выдру, надеясь, что она подойдет ближе. Конечно, морская выдра не отреагировала на их голоса, но момент все равно был волшебным. Хотя у людей и возникало искушение подойти поближе и рассмотреть, они были благоразумны. Морские выдры могут выглядеть мило, но они дикие и могут быть агрессивными, если почувствуют угрозу. Так что все остались на берегу, снимая и наблюдая со спокойной радостью. Фрэнсис, как и все остальные, восхищался выдрой, но затем произошло нечто, заставившее его остановиться как вкопанного. Его глаза сузились. Он действительно это видел? Медленно, словно повинуясь инстинкту, он шагнул вперед, пока холодная вода не коснулась его лодыжек. В этот момент выдра скрылась под водой. Фрэнсис растерянно моргнул. Он что, спугнул ее? Немного разочарованный, он повернулся, чтобы вернуться на пляж. Именно тогда это и произошло. Что-то коснулось его ноги, а затем крепко схватило ее. Все его тело напряглось. Он развернулся и вскрикнул, когда выдра выскочила обратно прямо перед ним. Ее маленькие лапки вцепились в его ногу, как будто она пыталась поиграть. Люди вокруг него выкрикивали предупреждения, призывая его вылезать из воды, пока его не укусили. Телефоны были подключены к записи. Но Фрэнсис не двигался. Что-то подсказывало ему, что выдра не собиралась причинять вреда. В глубине души он чувствовал, что это маленькое животное вернулось только ради него. Стоя в воде, все еще ошеломленный, он повернулся к своим друзьям и начал объяснять то, чего никто из них не ожидал. Это был не первый его приезд в Кэдборо-Бэй. Путь. Годом ранее он побывал в том же самом месте, чтобы немного отдохнуть и успокоиться. И во время этой поездки у него был момент, который он никогда не забудет. Прогуливаясь по берегу, он заметил группу морских выдр, но не в воде, а на суше. Он держался в стороне, наблюдая за ними издалека, когда устанавливал свою палатку недалеко от пляжа. В тот вечер он увидел, как выдры скользнули обратно в море. Их движения были плавными и мирными. Они исчезали в волнах, как будто им там было самое место. Но той ночью, после того, как Фрэнсис заснул в своей палатке, его разбудили странные громкие звуки. Сначала он решил, что это просто птицы или другие животные поблизости. Шум не прекращался. Он становился все громче и отчаяннее. Фрэнсис лежал и слушал, пытаясь убедить себя, что это нормально.
Но что-то в этом было не так. Чем дольше это продолжалось, тем труднее становилось его игнорировать. Каждый зов звучал как мольба. Он подумал о морских выдрах, которых видел всего несколько часов назад, и в глубине души не мог не задаться вопросом: неужели кто-то из них попал в беду? Он знал, что вмешательство может обернуться неудачей. Дикие животные не всегда понимают, когда кто-то пытается им помочь, и вмешательство может подвергнуть риску и его, и животное. Но эти звуки, их было трудно игнорировать. Дверь. Каждый крик разбивал его сомнения. В конце концов Фрэнсис схватил свой фонарик, хотя полная луна освещала большую часть залива. Он просто хотел убедиться, что все хорошо видит. Он вышел из палатки и пошел на шум. Каждый шаг подтверждал то, что уже знало его сердце. Кто-то поблизости был в беде. Он ожидал увидеть птицу или, может быть, какое-нибудь другое животное, запутавшееся в мусоре. Но пока он шел и осматривал местность, он ничего не обнаружил. Однако звуки становились все сильнее. В поисках лучшего обзора он взобрался на невысокую башню, предназначенную для наблюдения за пляжем. Звук ударил его снова, на этот раз громче и почти прямо под ним. Фрэнсис посветил вокруг фонариком, но по-прежнему ничего не увидел. Он остановился. Неужели ему это просто показалось? Но затем шум раздался снова, определенно доносившийся из-под башни. Дверь. С колотящимся сердцем он спустился вниз и тут увидел это. Прямо там, в луче его фонарика, под деревянным сооружением была зажата молодая морская выдра. Фрэнсис застыл на месте. Это зрелище разбило ему сердце. Он тут же пожалел, что не вышел раньше. Как долго маленькая выдра застряла там и звала на помощь. Вероятно, она отстала от остальных, когда они возвращались в море, и попала в ловушку по пути. Бедняжка, должно быть, испугался. Он запаниковал, когда понял, что не может сдвинуться с места. Фрэнсис не стал терять ни секунды. Он осторожно обошел вокруг края конструкции, подобравшись как можно ближе, чтобы не напугать животное. Обеими руками он начал сдвигать несколько досок, освобождая место, но выдра застряла намертво. Этого было недостаточно. Фрэнсис присел пониже и выключил фонарик, думая, что, может быть, темнота успокоит маленькое животное. Как ни странно, выдра не проявила страха. Там. Ни шипения, ни укусов, никаких признаков того, что он хочет напасть. Он просто лежал неподвижно. Фрэнсис подумал, что он слишком устал, чтобы двигаться, или, может быть, просто почувствовал, что он пытается помочь. Двигаясь медленно, он присмотрелся к раме под башней. Часть конструкции была прибита гвоздями, и не было никакой возможности освободить выдру, не сняв ее каким-либо образом. Он знал, что лучше не хватать выдру и не пытаться тянуть. Стена. Это могло повредить ему или усугубить ситуацию. Затем он кое-что заметил. Одна секция дерева выглядела слегка неплотно прилегающей, как будто выдра пыталась выбраться наружу, и ей это почти удалось. Фрэнсис наклонился и осторожно потянул. Он не был уверен, что она оторвется, но тут выдра тоже начала двигаться, извиваясь и отталкиваясь, когда Фрэнсис потянул. Это было так, как если бы они работали вместе. После последнего усилия доска поддалась. Прочь. Щель приоткрылась ровно настолько, чтобы можно было видеть. Выдра выскользнула наружу, наконец-то освободившись. Фрэнсис откинулся на спинку стула, тяжело дыша, переполненный облегчением. Он действительно сделал это. Выдра не убежала сразу. Она на мгновение остановилась, принюхиваясь к прохладному ночному воздуху, затем повернулась и вразвалочку направилась к Фрэнсису. Его маленький носик подергивался, когда он с любопытством обнюхивал все вокруг. Неуверенный, собирается ли выдра наброситься на него или просто хочет подойти поближе, Фрэнсис медленно встал, сохраняя между ними небольшое расстояние. Он мягким жестом велел зверьку вернуться к воде. Сначала выдра колебалась, но потом начала скользить к заливу, чтобы воссоединиться со своей семьей.
Перед тем, как скрыться под водой, она обернулась и в последний раз посмотрела на Фрэнсиса в мягком лунном свете, а затем исчезла в волнах. Несмотря на все случившееся, Фрэнсис не мог сдержать улыбки, возвращаясь в свою палатку. Он гордился тем, что сделал. Спасение маленькой выдры останется с ним навсегда. Когда первые лучи утреннего солнца показались из-за горизонта, он понял, что не станет держать эту историю при себе. Эту историю он будет рассказывать долгие годы. Однако в то время он не понимал, что это был не последний раз, когда он видел эту выдру. Возвращаясь к настоящему моменту, когда Фрэнсис и его друзья наблюдали за игрой Калана в заливе, его охватила мысль: может ли это быть та же самая выдра? То, как оно двигалось, как смотрело на него, было трудно не задаться вопросом. Могло ли оно помнить его? Не поэтому ли оно вело себя так игриво? Идея казалась безумной, но что-то в ней притягивало его. И все же он напомнил себе, что это дикое животное. Ему нужно было быть осторожным. Но по мере того, как выдра подплывала все ближе и ближе к берегу, казалось, что она действительно пытается привлечь его внимание. Люди поблизости смеялись и снимали на камеру, наслаждаясь волшебным моментом. Но никто не ожидал того, что произошло дальше. Фрэнсис шагнул чуть дальше по мелководью, и внезапно разговоры вокруг него стихли. Все наблюдали за происходящим. То, что произошло в этот тихий момент, казалось почти нереальным. Вместо того, чтобы уплыть, выдра подплыла еще ближе, стала кружить у ног Фрэнсиса, обнюхивать его брюки, тереться о него своим гладким телом. Она совсем не казалась испуганной. Все. Во всяком случае, оно выглядело любопытным, почти счастливым. Она мягко плавала вокруг него, доверяя ему так, как редко доверяют дикие животные. Ошеломленный близостью, Фрэнсис присел на корточки и медленно потянулся к выдре. Он нежно провел рукой по спине выдры, когда она кружила вокруг него. Выдра не дрогнула. Она понюхала его руку, возможно, ожидая еды, а может, просто наслаждаясь моментом, как и он сам. Теперь страха не было, только доверие. Это было тихо, нереально и прекрасно. Через несколько минут выдра отплыла немного дальше. Фрэнсис подумал, что на этом все закончилось. Но затем, ко всеобщему удивлению, она вернулась. Всего на мгновение она снова прижалась к нему, словно желая попрощаться. Затем, плавно нырнув, он скользнул под воду и исчез в более глубоком заливе. Прочь. Фрэнсис стоял ошеломленный, глядя, как позади него набегают волны. Что-то подсказывало ему, что это была та самая выдра, которую он когда-то спас. Возможно, он выдавал желаемое за действительное, но это чувство никуда не делось. Он повернулся обратно к берегу, где его друзья все еще пребывали в благоговейном страхе, их лица светились удивлением. Эта короткая встреча тронула их всех. Фрэнсис никогда этого не забудет. Это был момент, который меняет представление о мире. Дикое животное доверилось ему, потянулось к нему, и это напомнило ему, насколько сильной может быть связь с природой. Но чего он не ожидал, так это того, что произойдет дальше. Через несколько дней в интернете начали появляться видеозаписи этой встречи, и они взорвали интернет. Мир не мог нарадоваться. Теперь Фрэнсис был известен повсюду как парень-выдра. Его история распространилась по социальным сетям, и вскоре люди стали приглашать его на шоу и подкасты, чтобы рассказать о том, что произошло. Все хотели знать одно и то же. Почему он вошел в воду в тот день? Ему не было страшно? Фрэнсис объяснил это так честно, как только мог. Молодые морские выдры часто бывают игривы, когда чувствуют себя в безопасности. Он не гнался за ними. Они сами пришли к нему. Он просто ответил добротой. И выдра ответил тем же. Его история привлекла внимание не только к нему самому. Она вызвала волну любви и поддержки у морских выдр по всему миру. Люди стали лучше осознавать необходимость их защиты,
и начали поступать пожертвования в группы по спасению выдр и программы по защите среды обитания. И все это с одного особенного момента, запечатленного на камеру. Какая невероятная эмоциональная встреча между человеком и дикой морской выдрой. У вас когда-нибудь был такой момент с диким животным? Поделитесь своей историей в комментариях, поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить еще больше трогательных приключений с природой. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подумайте о том, чтобы поделиться им с кем-нибудь, кому оно может показаться интересным. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.